Уважаемые гости курорта, на борту теплохода Александр Глазунов вас приветствует экипаж во главе с капитаном и экскурсовод. Мы с вами совершим обзорную морскую экскурсию в замку Ласточкино гнездо. За время нахождения в пути вы успеете полюбоваться великолепной панорамой побережья, ознакомиться с основными достопримечательностями курорта Большая Ялта, а также с ялтинскими здравницами. Путешествие начинаем от причала города Ялта. Теплоход продвигается с востока на запад. Именно в таком направлении застраивалась Ялта. За кормой теплохода остается восточный район города. На востоке Ялта расположилась на холме Поликор. Поликор – это старый город. Оттуда современная Ялта берет свое начало. А с правого борта виден холм Тарсан. Он возвышается над набережной и над причалами. Это центральный район и исторический центр, который формировался на рубеже 19-20 веков. У подножья холма Тарсан блестит 6 золотыми куполами кафедральный собор святого Александра Невского. Он был построен в 1902 году. На освящении этого храма присутствовал император Николай II. А в 1967 году на вершину холма Тарсан была проложена подвесная канатная дорога. Отсюда хорошо видны небольшие разноцветные вагончики, которые медленно поднимаются наверх. Это городская канатная дорога, ее общая протяженность 600 метров, а поднимается она на высоту 110 метров над уровнем моря. Теплоход выходит из Ялтинского порта, который старше города на 5 лет, и идет вдоль набережной. Это главная улица города, самая красивая и самая популярная улица. Набережная стала застраиваться со второй половины 19 века. Здания, которые вы видите на ней, это в основном памятники архитектуры. А вот здесь на набережной мы видим современный ресторан. Он стилизован под древнегреческое судно. Согласно старинной легенде, на таких судах покоряли морские просторы древнегреческие мореплаватели в поисках новых земель. Они подошли к этому берегу, поселились здесь и свое поселение назвали Ялус, что в переводе с греческого означает «берег», спасительное для моряка слово. Немного дальше на набережной просматривается еще один небольшой старинный парусник «Испаньола». Парусник построили для Ялтинской киностудии, специально для съемок фильмов «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо». Отсняв фильмы с морской тематикой, парусник установили на набережной и открыли в нем ресторан. За парусником находится невысокое светлое здание с желтыми козырьками на окнах в стиле модерн. Это один из лучших отелей в городе, пятизвездочный отель «Арианта». В отеле «Арианта» снимался культовый фильм 80-х «Асса». Рядом с отелем «Арианта» протекает речка Водопадная. Именно на этой реке, в 6 километрах от Ялты, находится водопад Учамсо. Это самый высокий в Крыму водопад. Его высота 98,5 метров. С востока набережную ограничивает вторая горная речка, она называется Быстрая. От речки до речки набережная протянулась на 1 километр. Возле отеля «Арианта» набережная закончилась, а наш теплоход уже подошел к западному району города. Этот район называется Чайная Горка. Это наиболее молодой район. В основном он застраивался в советское время, активно застраивается и сейчас. Немного впереди на самом берегу моря видны небольшие белые здания. Это новые спа-отели. Низкие белые здания с ярко-синими крышами. Это отель «Иван». Рядом многоэтажное белое здание с синими окнами. Это спа-отель «Приморский парк». В вечернее время возле этих отелей работает светомузыкальный фонтан. А в дневное время здесь работает бювет с целебной минеральной водой. Немного выше отелей несколько многоэтажных домов. Это построены апартаменты на продажу. Теплоход довольно далеко отошел от берега, и отсюда уже можно полюбоваться панорамой города. Ялта удивительно гармонично разместилась на 3 больших холмах, в просторном горном амфитеатре на берегу Ялтинского залива. Горы и море создают в цветущей долине уникальный целебный микроклимат и делают Ялту первоклассным климатическим курортом. Среднегодовая температура в городе-курорте плюс 13 градусов.
Но Ялта знаменита не только своим целебным климатом, у нее богатая и интересная история. Впервые в письменных источниках Ялта упоминается с XII века. Фактически возраст города довольно солидный, Ялте более 8 веков. Но официальный возраст небольшой, 178 лет, потому что статус города Ялта получила в 1838 году. В славу климатического курорта Ялта завоевывается во второй половине XIX века, после приобретения императором Александром II южнобережного имения Ливадия. С этого времени императорская семья приезжает отдыхать и лечиться на южный берег Крыма. Она уже не едет на зарубежные курорты, поэтому край стал очень быстрыми темпами развиваться как национальный курорт. В настоящее время в черте города-курорта работает более 20 здравниц. Напротив теплохода появились два невысоких серых здания. Это корпуса санатория «Руссия». В здании с полукруглым фасадом находится ресторан и киноконцертный зал. А рядом удлиненное серое здание дворцового типа с колоннадой на крыше. Это главный корпус. Корпуса санатория «Руссия» построены в красивом Приморском парке. Он тянется от набережной города до границ с Ливадийским курортом. Вот здесь уже Приморский парк заканчивается и белая беседка. И здесь же заканчивается территория города. И начинается Ливадийский курорт. Сегодня Ялта – это административный центр курортного района, который называется Большая Ялта. Большая Ялта протянулась вдоль южного берега на 74 километра, от горы Аюдак на востоке до поселка Фарос на западе. Она объединяет 6 курортов. Это Курсовский курорт, Ялтинский, Ливадийский, Бесфорский, Алупинский и Сибирский. Свои названия курорты получили от местности, в которой находятся. Ялтинский курорт мы уже смотрели, а теперь теплоход идет вдоль Ливадийского побережья. Перед вами пологие Ливадийские холмы, засаженные виноградными участками. Это земли совхоза завода «Ливадия», одного из отделений знаменитой Массандры. На этих участках выращивается виноград, который служит сырьем для производства таких знаменитых массандровских вин, как мускат белый южнобережный, портвейн красный Ливадия, а вино – это продукт местности, как говорят виноделы. Напротив теплохода появилась группа нарядных коттеджей под красными крышами. Это частные коттеджи. И вот уже мы подошли к первой ливадийской здравнице – санаторию Черноморье. Немного впереди просматривается многоэтажное серое здание с плоской коричневой крышей. Оно построено высоко над берегом. Это главный корпус здравницы. Территория здравницы и пляж связаны канатной дорогой. Вот здесь на склоне установлена желтая опора подвесной канатной дороги. Санаторий Черноморье был застроен по этому проекту в 1960 году, и его канатная дорога стала самой первой на южном берегу Крыма. В то время проект этой здравницы был удостоен серебряной медали на международной выставке в Брюсселе. А наш теплоход уже подошел к центру поселка Ливадия. Ливадия – это небольшой поселок, он раскинулся на пологих склонах горы Магаби, западнее города Ялта. Наверное, за свой спокойный и мягкий ландшафт Ливадия получает такое название. Ливадион в переводе с греческого «луг», «лужайка». В прошлом Ливадия была летней резиденцией российских императоров. Ее главная достопримечательность – бывшие царские дворцы. Их вы видите впереди, на горном склоне. Они разместились в центре обширного зеленого парка. Ливадия царским имением становится с 1860 года. Купчу на эти земли подписывает император Александр II. И с этого времени 3 поколения российских императоров приезжают в свое ливадийское имение. Это Александр II, Александр III и последний император России Николай II. Первые дворцы не сохранились, а эти были построены для Николая II. Они возводились с 1910 по 1911 год по проекту выдающегося ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова. И вот уже перед нами появились бывшие царские дворцы. Это архитектурный ансамбль из 3 зданий. Мы подошли к дворцам с восточной стороны.
первое здание, которое вы видите, оно нарядное, красивое, с колоннами, с арочными окнами. Это и есть Белый императорский дворец. Он построен в лучших традициях итальянского возрождения. В этом дворце музей. С этим дворцом связано очень много исторических событий. В феврале 1945 года, во время Ялтинской конференции, здесь встречались Сталин, Черчилль, Рузвельт. Немного поодаль еще два дворца. Один небольшой серого цвета и удлиненное белое здание, построенное в классическом стиле. Это светские корпуса. Строились они для свита императора, для его многочисленных гостей. В настоящее время в этих двух дворцах санаторий Ливадия. Это здравница кардиологического профиля. Позже традицию летней царской резиденции продолжили руководители Советского Союза. На исторической территории Романовых для них строится государственная дача номер 1. Она находится ниже дворцов, на самом берегу моря. Вот сейчас перед нами появилась зеленая набережная с серой беседкой, а за беседкой небольшое здание желтоватого цвета с зеркальными окнами. Это и есть бывшая госдача номер 1. Она была построена в 1955 году для отдыха генеральных секретарей ЦК КПСС. Первым здесь стал отдыхать Хрущев, потом отдыхал Брежнев, последним отдыхал Горбачев. Но он всего лишь 2 раза сюда приехал, а затем для него была построена дача в Фаросе. Теперь здесь небольшой пансионат Глициния. Надпись «Глициния» вы видите на здании зимнего плавательного бассейна. Но вот уже Ливадия осталась за кормой, а теплоход подошел к не менее знаменитой Орианде. Орианда стала самым первым южнобережным имением императорской семьи Романовых. В 1826 году купчину эти земли подписывает император Николай I. Затем в семье Романовых строится роскошный дворец. Он поражал красотой современников, но мы с вами его, к сожалению, видеть не можем, потому что в 1881 году дворец горел во время пожара. Наследник Ялты, великий князь Константин Николаевич Романов, не смог восстановить сгоревший дворец из-за нехватки средств, а из его остатков решил построить Божий храм. Так был построен этот храм, который можно увидеть сейчас на вершине прибрежного холма рядом с лифтом. На пляже установлена серая металлическая конструкция лифта, а рядом на холме небольшой белый храм с коричнево-зеленоватым куполом. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1885 году, через 4 года после пожара. Этот храм упоминал Антон Павлович Чехов в своем самом ялтинском рассказе «Дама с собачкой». С тех давних времен, когда Орианда была царским имением, здесь сохранился не только старинный храм, но и прекрасный старинный парк и старинная беседка. Парк вы видите, он раскинулся между скалами. Парк разбит в пейзажном стиле, украшает его белая беседка с колоннами. Ее установили на краю скалы в 1842 году. Эта же беседка является одной из видовых площадок прогулочной царской или солнечной тропы. Тропа начинается в Ливадии, недалеко от царского дворца, а заканчивается в Гаспре. Ее общая протяженность более 6 километров. Каждый желающий может прогуляться по ней, там есть указатели. В царское время эта тропа соединяла царские и великокняжеские имения. Сейчас в старинном парке разместились корпуса элитной ливадийской здравницы санатория Нижняя Орианда. Ниже беседки видно торжественное здание с колоннами дворцового типа. Это главный корпус здравницы. Он был построен в 1948 году, а возводилось здание на фундаменте сгоревшего дворца Романовых. На самом берегу моря построены более современные корпуса Нижней Орианды. Орианда в переводе с греческого предположительно скалистая. Природа щедро одарила это место великолепными скальными массивами. Каждая из скал и гор имеет свое название, свою историю. Напротив теплохода появилась небольшая зеленая гора с очень отвесным южным склоном. Называется она Крестовая. Свое название гора получила от креста, который был установлен на ее вершине в
По распоряжению императрицы Александры Федоровны, это супруга императора Николая I, столетний крест не сохранился. Крест, который вы видите наверху, установили в наше время как историческую память. А выше Крестовой горы разместилась большая гора в форме трапеции. Гора покрыта лесом. Называется она Айникова. В переводе с греческого это означает «гора Святого Николая». В средние века на вершине горы был построен храм Святого Николая, который дал название горе, но время его не сохранило. Сегодня у подножья горы стоит новый храм, белый, с золотыми куполами. Это храм во имя святого архистратига Михаила. Он был построен в 2006 году на средства ялтинского мецената Михаила Тарашкевича. Это именной храм. Постепенно теплоход подошел к одному из лучших пляжей естественного происхождения. Пляж называется «Золотой». Название красивое, но немного условно. Берег здесь покрыт серой галькой, а не золотистым песком. На территории Большой Ялты золотисто-песчаных пляжей нет совсем, потому что здесь очень каменистые берега, и они с резким уклоном уходят в воду, поэтому все ялтинские пляжи были построены искусственно, а этот создала сама природа. Лучший пляж естественного происхождения назвали «Золотым». На Золотом пляже установлено оригинальное круглое здание на 3 опорах. Здание было построено в 1985 году советскими и чехословацкими специалистами по проекту архитектора Василевского. Тогда это был пансионат «Дружба». Он принимал на отдых туристов из дружественной Чехословакии. А сейчас это один из корпусов санатория Курпаты. Этот корпус рассчитан на 400 мест. В первой опоре есть лифт, с помощью которого отдыхающие попадают на пляж. Внутри здания есть бассейн с морской водой. Чаша бассейна просматривается между опорами. Строилось это здание по принципу рационального использования рельефа местности. Установив здание на 3 опорах, строителям не пришлось рыть котлован под фундамент. При этом был полностью сохранен рельеф крутого горного склона и не произошло подвижки грунта, а земли здесь подвешены оползнем. По такому же принципу построена и следующая ливадийская здравница – санаторий Горный. Пляж санатория и корпуса связаны канатной дорогой. Вот здесь на склоне вы видите серую опору подвесной канатной дороги. Видны движущиеся синие вагончики, которые доставляют отдыхающих на пляж и корпуса. Корпуса построены высоко. Напротив теплохода появилось эффектное серое здание дворцового типа, с башнями, с арками. Это главный корпус санатория Горный. Он был построен в 1963 году. Эта здравница строилась для лечения работников атомной промышленности. А в 1970-80-е годы в этой здравнице проходили послеполетную медицинскую реабилитацию советские космонавты. А напротив теплохода уже появились 3 современных здания, построенные на берегу. Здания невысокие, светлые, с темно-зелеными крышами. Это корпуса 4-звездочного курортного отеля «Пальмира Палас». Отель был построен в 2005 году. Он предлагает отличный спа-отдых, работает по системе «Все включено». Здесь ливадийский курорт заканчивается и начинается Бесхорский. Он протянулся вдоль берега моря на 8 километров. Здравницы 2 курортных поселков Кариис и Гаспро составляют единый курорт Бесхор. Восточную часть Бесхорского побережья занимает живописный мыс Айтадор. Свое название мыс получил от монастыря святого Теодора Герона. Монастырь был построен в средние века, но не сохранился, а название осталось. Айтадор в переводе с греческого означает «святой Федор». Этот мыс с 3 скалистыми отрогами вдается в море. Каждый из отрогов отмечен достопримечательностью. Мы подошли к восточному отрогу, и здесь, на краю обрыва, вы видите небольшой белоснежный дворец, построенный в мавританском стиле. Его венчает башенка-минарет, окружают зубчатые стены.
Дворец называется Кичкине. В переводе с татарского это означает «малютка». Дворец «Малютка» был построен в 1912 году по проекту ялтинских архитекторов Тарасовых. Строился он для великого князя Дмитрия Константиновича Романова. Он доводился двоюродным дядей, последнему императору России Николаю II. Теперь дворец Кичкине – это один из корпусов отеля Кичкине. Рядом находятся современные корпуса отеля. Следующая мисходская здравница – санаторий «Парус». Корпуса санатория тоже построены на вершине восточного отрога, а вот здесь у подножия скалы разместился небольшой искусственный пляж санатория «Парус». На пляж отдыхающие попадают с помощью лифта. Шахта лифта прорублена в этой скале. Свое название санаторий получил от скалы Парус. Напротив теплохода появляется скала Парус, а выше скалы Парус можно заметить скульптуру орла. Скульптура была установлена в 1960-е годы. Это орел Беркут, символ Крымских гор. В царское время здесь стоял царский двуглавый орел. Выше орла видовая площадка, капитанский мостик. Она окружена белой балюстрадой. Площадка находится на территории санатория «Парус». Теплоход заходит в небольшую гавань, которую образовали отроги мыса Айтадор. И с левого борта хорошо рассматривается центральный отрог, на краю которого установлено знаменитое ласточкино гнездо. Так называется миниатюрный готический замок серого цвета. Он вполне оправдывает свое название. Прилепившись к скале, словно гнездо ласточки. Установлен замок на самом краю обролиной скалы, на высоте 38 метров над уровнем моря. Он был построен в 1912 году по проекту московского архитектора Шервуда. Строился замок для немецкого нефтепромышленника барона фон Штейнгеля в качестве южнобережной дачи. Замок небольшой, его высота 12 метров, длина 20, а ширина 10, но популярность у него большая, благодаря его оригинальному местоположению. Через 2 года барон Штейнгель продает свой замок московскому купцу Шалопутину, а тот открывает в замке фешенебельный ресторан. Долгое время в замке Ласточкино гнездо работал уютный ресторан, но 5 лет назад он был закрыт. Теперь замок стал музейно-выставочным комплексом. Замок производит впечатление довольно хрупкого сооружения, но он выдержал 8-бальное землетрясение, которое произошло в Крыму в 1927 году. Правда, здесь были повреждения. Из-под основания замка обрушилась часть скалы, и он опасно завис в воздухе. Поэтому долгое время, почти 40 лет, доступ на территорию замка был закрыт. Но в 1970-е годы здесь были проведены обширные реставрационные работы. Замок был полностью отреставрирован, укрепили и скалу. Этот наш теплоход подошел к причалу. От причала наверх ведут ступени, поднявшись по которым вы попадете к замку. Мы желаем вам приятного отдыха, интересных впечатлений и ждем на борту теплохода 12 часов 55 минут. Запомните, пожалуйста, время отправления в Ялту. 12 часов 55 минут.